The 1994 All-Star Game marked the 44th installment of the biggest and most exciting event during the NBA season. This game in particular would feature two great duos for the West team in Stockton and Malone, along with Payton and Kemp. The East team was full of stars seeking to make a name for themselves as the new leaders of the conference. But one in particular, Chicago Bulls forward Scottie Pippen, looked to escape the shadow of his former teammate Michael Jordan. Pippen's first season as the sole leader of the Bulls would reach its peak during this Sunday night in Minneapolis, Minnesota. Ну что же, фишки уже на столе, пора бросать кости. И начинать этот матч с 11 по 13 февраля состоялся весь этот уикенд звезд. И, конечно же, это главное событие. Матч взрослых дядек, All-Star Game, но до этого были еще, конечно же, мероприятия, на которые интересно было посмотреть, как то впервые проводившийся матч молодых талантов. Эти таланты тогда не делились по географическому признаку. Восток или Запад, или, например, как было потом и есть сейчас. Фрешмен и софтмус, первогодки и второгодки. Тогда просто случайным образом поделили молодежь и назвали одну команду Sensations, другую команду Phantoms. Феномены против сенсаций. Выиграла команда Phantoms 74-68 и там блистали такие люди, как Пенни Хардуэй, 22 очка Папай Джонс и Крис Миллс. У Sensations отметились Крис Вебер, для которого как раз тот сезон был первым. 18 очков и 10 подборов. Дина Раджа, Линдзей Хантер. Ну ладно. Об этом попозже. Би-Джей Армстронг забивает. Смотрим мы на составы. Еще раз я быстренько напомню. Запад. Он сейчас с мячом. В общем-то, без номинального разыгрывающего. На задней линии Митч Ричмонд и Клайд Дрекслер. Вот сейчас Ричмонд с мячом. Двоечку играет с Олайджионом. И Хаким, не задумываясь, бьет. Атакой со средней дистанции он был ни в коем случае не обижен. И нападающие Карл Мэлоун и Шон Кемп. Последний как раз занял место в стартовой пятерке, потому что выбранный туда болелами Чарльз Баркли принять участие в игре не смог. Итак, матч всех звезд. Здесь особо рубить никто не будет руки и уши отрывать. Более джентльменская игра, но не менее красивая. Итак, Восток. Скотти Пиппен. Обратите внимание на его кроссовки, которые он надел для того, чтобы попонтоваться именно на матче всех звезд. Но не только этим, на самом деле, запомнится Пиппен по этой игре. Смотрите внимательно и, если кто не знает, видите еще чем он запомнится. Итак, кроме него, сборная звезд Восточной конференции. Сейчас обращаем внимание, на какой хорошей скорости проходит игра. Дерек Колман. А это Клайд де Глайд. Парящий, скользящий в воздухе Клайд Дрекслер. Вот именно такими своими проходами он был знаменит. Еще также он нередко завершал эти атаки мощнейшими бросками сверху. Не на этот раз. Скотти Пиппен, любитель поразыгрывать и тоже отличающийся очень красивой плавностью движений. Итак, Скотти Пиппен, Дерек Колман. Это нападающий Шакил О'Нил, конечно, центровой. Кенни Андерсон и Би-Джей Армстронг. Это интересная ситуация, если в сборной звезд Западной конференции на задней линии два атакующих защитника, Ричмонд и Дрекслер, то у Востока с точностью до наоборот, два разыгрывающих. Кенни Андерсон и Би-Джей Армстронг. Вот как раз Кенни был с мячом. Пиппен будет пробивать штрафные.
Шакил О'Нил, даже вот есть такой ролик, в котором он говорит о том, что если бы он не хотел, чтобы его сравнивали с кем-нибудь из центровых современности или прошлых лет, то он хотел бы, чтобы его сравнивали именно с Оладжионом. Ну, как раз на ранних стадиях своей карьеры Шакил имел возможность не раз играть против Оладжиона, ну, а особенно этот дуэль получила продолжение финальной серии сезона 94-95, когда Орландо Мэджик Шакила встречал с Хьюстон Рокетс Оладжиона. Пиппен, хорош перехват и данкшот. Скотти Пиппен. Интересно, что вот в том сезоне 93-94, первым после ухода Майкла Джордана, после первого ухода, Пиппен лидировал по всем статистическим показателям в Чикаго Буллз. Это очки в среднем за матч, подборы, ассисты, блокшоты и перехваты. Вдвоем защищаются против Шакила. Здесь Мэлоун не смотрел на мячик. Митч Ричмонд ошибся в передаче. Эрик Колман, он левша. Ему удобно заходить в трехсекундную зону под левый полукрюк. Но вот опять же, несмотря на то, что здесь главное нападение и в защите, так аккуратненько, но люди играют. Сколько мы уже видели перехватов, моментов, когда мячики выбиваются за пределы площадки. Дерек Колман, вот, несмотря на то, что он играл на позиции тяжелого форварда, не без броска, там же был человек. Карл Мэлоун, get your mail. Получите почту, обычно говорил Мейлмен после таких эпизодов со своим участием. Пиппен, против него защищается Шон Кемп. И именно Рейнмен накрывает бросок дизеля Шакила О'Нила. You know, Kemp told us yesterday that he has taken a lot of pride in his defensive efforts. Olajuwon gets off his feet, and without the help of Kemp, there is going to be a shot that goes up and probably a foul against Olajuwon. Thus far, O'Neal 0 for 3. Pippen for 3. Scotty Pippen gives the East their first lead at 9-8. 5:53 remaining. 9-8. Впервые Восток вышел вперед в этом матче. Клайд Дрекслер. Митч Ричмонд промахнулся, но Хаким Олайджион. Именно Хаким, потому что в начале своей карьеры его имя звучало просто как Аким, но потом по более, видимо, религиозным соображениям он прибавил еще буковку Х. Скотти Пиппен, второй подряд трехочковый, залетает. Ну и обратите внимание, что по старинке, ну, форма, во-первых, одинаковая, и номера уникальные. То бишь, не как сейчас, каждый играет в своей форме, и может быть несколько в команде 33 номеров. Тогда другая практика применялась, у каждого должен был именно в этой игре быть свой уникальный номер, поэтому Пиппен играет не под привычным для себя 33-м чикагским, а под скромным 30-м. Но зато играет Итак, еще раз у нас в центре внимания кроссовки нетрадиционного красного цвета Скотти Пиппена. Большого любителя, помимо баскетбола, поиграть в покер на серьезные ставочки, в чем он был регулярно замечен
во время выездных матчей Чикаго Буллз вместе с Роном Харпером и Майклом Джорданом. Они любили заседать за покерным столом, шелестя картами и шебурша фишками. Проходило пока не получается, и здесь фола не присуждают никому. Дерек Колман. Шакил практически оседлал Оладжиона, но пока, опять же, мастерства меньше. Шака. Это Шон Кемп. Отличная передача на Оладжиона. Ну что же, первая замена у нас в этом матче происходит. Шон садится отдыхать. Джон Стоктон. Интересная замена. He's going after Magic Johnson's all-time assist record, and at his current pace, Stockton about 40 games into next season. Разыгрывающий нужен был в западной стороне. Тем более и Дрекслер, и Митч Ричмонд вполне успешно, будучи атакующими защитниками, могут играть на позиции третьего номера. От заборчика Би-Джей Армстронг забивает эту треху. Понятно, вряд ли, что так задумывал, но тем не менее, я думаю, вряд ли жаловаться будет. Да, но не очень хорошая передача на Пиппена. Пытался он спасти мячик. Первая замена Востока. На один удар в пол меньше сделал Кенни Андерсон. И передача бы прошла. Джон Старкс на площадке у Востока. Атакующий защитник из команды Нью-Йорк Никс, который еще в 1989 году играл в CBA, но, подписав 10-дневный контракт с командой Golden State Warriors в сезоне 89-90, настолько понравился за это время, что уже в следующем сезоне 90-91 уже был полноправным членом семьи NBA, играя за Нью-Йорк Никс. В общем-то, за Никербокеров Джон Старкс провел львиную долю своей карьеры. Ну что же, пик-н-ролльчик знаменитый Джона Стоктона. Клайд Дрекслер. Трехочковый мячик коснулся конструкции наверху. Переходит он к востоку. Эндерсон пытается обыграть Стоктона с дриблингом, и это получается у него, но мячик забыл где-то по дороге. Митч Ричмонд. Малоун на Оладжиона. Скотти Пиппен фалит. What happened here is it was a beautiful pass. You're going to see Karl Malone get the offensive board, whip it to Olajuwon. But watch this. Scotty goes right back up. He faked him once, and Scotty hit the ground. Вы помните, что в феврале этого года были небольшие слухи о том, что Пиппен даже может вернуться в NBA, и назывались даже возможные работодатели для Лос-Анджелес Лейкерс, где, кстати, он работает до сих пор как специальный консультант Фила Джексона. Не знаю, что подразумевает под себя такая должность. Но, в общем-то, дальше слухов дело не пошло. Ну, а реальная причина всего этого, вот всех этих разговоров о том, что Пиппен может вернуться, дело в том, что там всплыли некие подробности его не очень светлых делишек по поводу предыдущих контрактных соглашений, и всплыла такая цифра — $5 миллионов. Возможно, именно поэтому Пиппен хотел обмануть время и попробовать еще раз поиграть. Все обошлось. Robinson in. All right, Hakeem did stay, and it was Malone who goes out. Hakeem from outside. Rebound the Admiral.
Да, ну и Баркли, как всегда, человек, который за хорошие шутки в карман никогда не лазит своих широких штанин по поводу возможного камбэка Пиппена, опять же, в феврале этого года, пошутил таким образом, сказав, что шансы вернуться настолько же велики, насколько у меня похудеет. Собственно говоря, ни того, ни другого и не произошло. Баркли такой же ухлячок, и Пиппен, собственно говоря, не играет в баскетбол. Но тогда играл, и еще как играл. Именно он делает результативную передачу на Дерека Колмана. Тот бьет сверху. Джон Стоктон мимо. Вот в таких ситуациях Джон редко ошибался. Слишком сильно и высоко сейчас пасовал на Клайда Дрекслера. Марк Прайс появился на площадке. Генерал мозг разыгрывающий команды Кливленд Кавальерс. Джуон. Еще один фастбрейк. The reason they can't run is because of just that. Hakeem getting out running and dunking or laying it up. They have to speed up the game, get rebounds, and get out into the Патрик Юинг против Оладжиона. He has to put in one of the point guards. Patrick Ewing's first shot is there. Первый бросок залетает. Maybe Mookie or Kenny Anderson or BJ really running the floor, bringing the ball up quick. Kevin Johnson and Danny Manning getting ready to come in for the West. Стоктон от правого плеча запускает катапульту в виде броска со средней дистанции. Но Джон не только раздавал, он и забивал. Скотти Пиппен. Фол, и Скотти будет пробивать штрафные. Но после тайм-аута. And the West and the East are even at 21. Команда Лос-Анджелес Клиперс. Старт ошибается. Кевин Джонсон его наказывает два раза. Сначала перехватом, потом обыгрышем. West leading, Mark Price in heavy traffic and out of bounds. Марк Прайс, останется мяч у синих. Ну и Скотти Пиппен первый раз отправляется на скамеечку. And now watch him come back again. Boom, right by, and an easy two for Kevin Johnson. What a move he put. You know that was a nice move he put on him. Charles Oakley and Dominic Wilkinson. Джон Старкс со средней дистанции, а у Востока впервые в матче два нападающих: Доминик Уилкинс и Чарльз Оукли на площадке. Robinson inside in the contact with Patrick Ewing. That is one thing that John Stockton can really do, is penetrate and make a shot for somebody else. It was just a good play by John, and David read him and came to the hole and got the pass and went up and got the foul. Follows the Eastern Conference's first team foul in the final 2 minutes of the quarter. Will Smith, Fresh Prince. He's been a part of this whole great weekend, great week. Уилл Смит, большой любитель баскетбола, который в ту пору был популярен как звезда сериала Fresh Prince. Потом пошли роли в серьезных блокбастерах типа Man in Black. Jimmy Connors, the great tennis star, he's here with his son, enjoying the action. Charles Oakley, с лицевой линии. number 2 rebounder in the league to Dennis Rodman. 15 different men have scored out of the 24 in uniform off the fingertips of Robinson, and with 1:26 left in the opening quarter, the East with a ball and a 1-point lead. Ну, результативность нормальная для матча всех звезд. Под 30 набирают обе команды. Марк Прайс. It's the All-Star game. Let them show their skills. Cliff Robinson up
Клифф Робинсон атаковал. Доминик Уилкинс немного не дотягивает до данка, но, наверное, особо и не стремился Human Highlight Film в этой ситуации. Сверху. В следующий раз побалует нас баскетбольный десерт. Не засчитывается мячик. Интерференция. Он находился внутри цилиндра. Here's Robinson into the cookie jar. Прайс, вот это работа ногами, а? Насколько моментально он себе подготовил момент для броска. А сейчас не будут торопиться игроки в белом. John Stockton gives it to one of the guys that's the best in the league and just going by his man. David Robinson. Робинсон забивает 4 хвостиком секунды играть в первой четверти. Можно бросить. Марк Прайс идет на фол и зарабатывает этот фол. Дэнни Мэннинг недоволен. За 1/10 секунды Марк Прайс будет пробивать штрафные. Ну а со штрафными у Марка Прайса был полнейший порядок. Well, watch Mark Price. You tell me, Magic, why he's the best all time from the line. На тот момент самый высокий процент попадания штрафных за всю историю NBA. Ни больше, ни меньше. Механика броска идеальная. И это не только мои слова. Какие мини-интервьюшки у нас на старте второй четверти с главными претендентами на MVP с каждой страны. Скотти Пиппеном и Хакимом Олайджионом. Well, I tell you, he has the quickness, and then he has the ability to not only when he gets there to make a fake, but also put the ball in the basket at the same time. You see him make that adjustment just as Patrick Ewing is reaching out to try to make that block, and now he has a chance for a Феноменальная three-point прыгучесть и огромное количество обманных движений у KJ. Вызвали, естественно, Кевина Джонсона. Причем игрок ростом 6 футов 1 дюйм или больше 180 сантиметров. За свою карьеру танковал через таких людей, как я уже говорил, через Хакима Олайджиона, через Марка Итона. Настоящей живой горы баскетбольной. И Джона Рода Уильямса. Now the guys are making individual moves. In the first quarter, we didn't get quite as much as that. Patrick Ewing from his spot. He's 2 for 2. Прикормленное место для ямайского центрового. We have two of the best jump shooting centers to play in the league and in the history of the game in Patrick Ewing and Hakeem Olajuwon. So both of those guys are going to get a chance to. Ну, главное, о чем говорили Скотти Пиппен и Хаким Олайджион, что несмотря на то, что это все-таки All-Star Game, такая развлекаловка для больших парней в середине сезона, тем не менее, все хотели бы победить. Но я хотел рассказать о том, какие еще события происходили во время звездного уикенда. Дэвид Робинсон мажет сверху. Про матч новичков я рассказал. 3-point shootout. Конкурс снайперов. Победа досталась Марку Прайсу, который в финале обыграл Дану Барросу 16-15. Также принимали участие Стив Кер, Дейл Эллис, Эрик Мардер, Дел Карри, Митч Ричмонд и Диджей Армстронг. Победил Марк Прайс. И слэм-данк контест Айзея Райдер.
Его выиграл. Участие принимали Шон Кемп, Роберт Пэк, Алан Хьюстон, Антонио Дэвис и Джеймс Робинсон. Ну, собственно говоря, сама игра, за которой сейчас мы с вами наблюдаем. 6 очков преимущества Востока. Самое большое в этом матче. И у Патрика Юинга есть возможность его увеличить. The other guys love to play with him because he's going to get you the ball. So Patrick Ewing, you're going to see him probably get a lot of shots now. Or Dominique Wilkins, because Mookie can penetrate, he can create shots for guys. So guys in All-Star game love to play with a guy like Mookie Blaylock. Blaylock in, and so is Gary Payton of the Seattle Supersonics making his first appearance. That means that only Horace Grant and Latrell Sprewell of the Golden State Warriors. 11 номер это Муки Блейлок. Персонаж. He handcuffs David Robinson. Муки это прозвище, вообще его зовут Дэрон Блейлок. Тоже невысокий разыгрывающий, 185 сантиметров. Играл за Нью-Джерси Нетс, 99-92, потом Атланта, 92-93 и закончил карьеру уже в Golden State Bulls в 2002 году. Mookie Blaylock of the Hawks. All the way out to Gary Payton, Seattle's fine playmaking guard and defensive star. Johnson, tough runner. Price with a rebound. И опять же, скорости очень неплохие. Клифф Робинсон накрывает мячик, но 2 очка засчитано. Марк Прайс, Муки Блейлок. Смотрим, на повторе должно хорошо быть видно. Да, мячик ударился о щит. Может быть, не обязательно попал бы в кольцо, но в такой ситуации уже нельзя было касаться мяча. Сколько перехватов, а? Ну, Доминик Уилкинс наконец-то разогрелся, забил сверху. Адмирал. Опять его там обижают. Since the change and Mark Price has gone into the backcourt, the East has been able to get some cheap baskets and get a little bit better continuity. Price has been a big story in terms of settling them down. He's got 7 himself and is keeping everybody involved. Mookie Blaylock with the foul and David Robinson at the line. Robinson this year, the second best scoring percentage in the league and free throw attempts, the busiest of all. And what's surprising is the man in the third spot, Karl Malone. Ну, неудивительно то, что против Робинсона больше всего фалят. Пробивает, на тот момент пробивал больше всех штрафных. И, наконец-то, Хорас Грант появился на площадке в своих знаменитых космонавтских годлс. Забрал подбор нападений, в одном прыжке забить не получилось у него. И быстрый прорыв, который завершает Клифф Робинсон. Хорас Грант не всегда играл в годлс, но на тот момент очень популярны были эти очки, эти баскетбольные аксессуары. Я уже не раз рассказывал в репортаже, что ввел эти штучки Карим Абдул-Джабар еще в 70-е, чтобы исключить повторение травмы в глаз, попадание различных частей тела соперников, локтевых суставов и пальцев в частности. Потом партнер Карима Поллакерс, Джеймс Уорти, был известен своими годлс. Там судьи уже вообще пробежек не замечают. Игроки матча всех звезд просто теоретически не могут совершить пробежку. Ну и продолжая про годлс, как раз вот в середине 90-х модернизировались варианты этих баскетбольных очков. Как раз
All-Star Nick, he said, "Oh boy, do I ever! I walked in that locker room and there's my idol, eyeball, Dr. J." He said, "I still have the ball at home, autographed by Julius." But Dr. J was everybody's idol. Matter of fact, just like we think now that the NBA will go down because of Michael Jordan has retired, we all thought as young players when Dr. J retired that the NBA would fold up too. But it kept going. But Dr. J just set the tone. You're talking about creativity, showmanship, and class. That's Dr. J. 52-42. Продолжается. Yes. Увеличивается преимущество Востока. From outside, Cliff Robinson wearing a rare blue headband. You don't see that up in Portland, Oregon. Well, if he does well, he'll probably take Человек, it with который, him. наверное, чаще других в истории NBA играл с повязками на голове. В начале своей карьеры в Portland Trail Blazers даже у него повязки означали, что он будет делать черное. Если он надевал черное, он будет играть в защите больше, если он надевал. George Karl, as well as Wilkins, as Coach Wilkins got to make a decision on what guys won't play a lot of minutes, and it's usually the first timers in terms of. Ну, конечно же, не все игроки в этом матче проведут одинаковое количество минут именно в игре всех звезд. Хотя, естественно, все на площадке появятся. Звезды будут дольше находиться на площадке. Новички, такие как Латрелл Сприл, чуть меньше. Хорас Грант. Пока не получается у него. Доминик также не промахивается, забивает Доминик. 9-point the lead. He can still score. With Robinson off the mark and the East the other way. Now let's see if this West combination, which has Sean Kemp, Olajuwon, and David Robinson, can outrun that front line of O'Neal, Grant, and Wilkins and get the West back into the game. BJ Armstrong. And the Bulls. Outside shooter has 7. East hikes the lead to 11 with just under 6 minutes to go in the half. Спокойная, академичная обстановка в таргет-центре. Никто не прыгает. Пускает волну по зрительному залу. После этой травмы даже на костылях пришлось проходить Алонзо Морнингу. В общем-то, эти люди провели долгие, успешные карьеры в NBA и пройти весь этот долгий путь, ни разу не оступившись как раз в прямом и переносном смысле, не получив более или менее серьезную травму, очень сложно. That's the fact. 9-point game. Open in the corner, and Blaylock nails the three. Муки Блейлок не только мог раздавать передачи, но и сам забивать. Что сейчас он и продемонстрировал. Гэри Пейтон. С Джоном Стоктоном, кстати, одновременно на площадке они находятся. Джон забивает. В этом матче у него не очень хорошо получается раздавать передачи. Пару раз он даже ошибся. Забил пару бросков со средней дистанции. Держится преимущество 10 очков Востока. И это со Скотти Пиппеном на скамейке запасных. Хорас Грант. Ну, кстати, вот этот сезон 93-94 станет для него последним в составе Чикаго Буллз. В следующем он как раз уже будет перекуплен командой Орландо Мэджик. Ну, то бишь, став свободным агентом, уйдет на вольные хлеба и, естественно, подпишет контракт с той командой, которая за него больше денег отдаст. For the Eastern All-Star. No rim, Latrell.
He's having a ball, isn't he? Ну вот как раз только на матче всех звезд подобная практика возобновлялась, когда микрофоны подносились как раз к скамейкам запасных команд, и можно было подслушивать то, что тренеры говорят. Всегда очень интересно, потому что изначально телевизионщики задумали так, чтобы O'Neal looking for his first basket. He's 0 for 6. это было доступно и в матчах регулярного сезона, и в плей-офф, но игрокам и тренерам это очень не понравилась идея, и долго, в общем-то, она не просуществовала. Поэтому так вот, только на матчах всех звезд. A three-pointer, and Dave Justice, the Atlanta Braves star, sees the home run hit by Pippen. He's got 15, 3 of them on trays. Hakeem, blocked by Grant, and he's able to muscle in for the rebound. I love it. I'm starting to pick up. I'm excited now. The action is getting ready to take off. Pippen working the baseline from Grant, and a hammerlock thrown on him by Sean Kemp, his second foul. Передачи Хораса Гранта. It's good to have friends and teammates because you know that they're looking for you. And I told you, there's a guy right there, Horace Grant, who is saying, BJ, you know, I ain't got anything yet. An exclamation point, and they try to connect again. They said that they were going to try to entertain the crowd, and that was a missed entertaining effort, but they brought people off their seat. Mitch Richmond and Karl Malone Пиппен иногда отличался как раз в небрежности пробития штрафных. Были у него в Чикаго матчи, когда, казалось бы, все получается, забивает, раздает, подбирает. В решающий момент бац, и 3 подряд штрафных мажет. Pippen to Olajuwon. Olajuwon мажет. BJ Армстронг из угла площадки. Насколько он прибавил? Именно после сезона 92-93 стал игроком стартовой пятерки Чикаго Буллз, вытеснив Джона Паксона в запас. В общем-то, не без протекции, конечно же, Майкла Джордана, дети которого в те времена, середине 90-х, просто боготворили этого Richmond gets the rebound over 7 now for Shaq. Его сходство как раз с ними самими, с детьми Майкла Джордана, мало чем Джи, по мере внешне от них отличался. Скотти Пиппен. И Андерсон после передачи Хораса Гранта. 9-point game. 71-62. Еще первая половина не закончилась. Кемп. Ну вот такой фол в регулярном сезоне бы свистнули. Я больше чем уверен. Кемп забрал подбор в нападении, навалившись на спину Скотти Пиппену. Матчи всех звезд. Пускали арбитры. Не поругали. Ну вот иногда, конечно же, Хорас скромничал. Турман Томас, кстати, был на наших экранах. Очень известный игрок американского футбола, раннинг-бэк команды Buffalo Bills, с которой он 4 раза подряд выходил в Супербол, и 4 раза подряд команда там проигрывала. Если говорить об определении команды неудачник, то именно как раз о команде Buffalo Bills из НФЛ и нужно вести речь. Но одним из главных ее компонентов как раз и был мелькнувший на нашем экране Турман Томас. Пока не дают Шакилу разгуляться под кольцом. And they're going to make him shoot free throws. Well, he has to understand when you make a movie, you got $40 million, you got a rap song,
nobody else likes it. I think it's the sideburns myself. The Isaac Hayes look. I think that's what they're protesting. 20-second timeout called. They're probably going to go to a screen and roll, right? So if it's in the middle of the floor, we want to crowd up and get below the screen, okay? Now, if it's real deep, then go ahead and trap it. Go ahead and trap it if it's real deep, okay? And we got to close in. Your sheet play. Mitch, you being the draw and kick. Sean, you and Akeem on the weak side, board on the weak side, okay? Sit down. Back to Shaq O'Neal. Remember, folks, he is the leading field goal percentage. В этой последней атаке Ленни Уилкинс попросил своих играть следующим образом. Если заслон будет высоко, то меняться и оставаться, либо оставаться со своими, либо быстро меняться. Если заслон будет, двоечка будет глубоко разыгрываться, то там попытаться как раз сыграть ловушку, трэп, и заставить соперника ошибиться в передаче. Но вот заслон высокий. Предлагается Джону Стоктону от Карла Мэлоуна. Все со своими остались. Обыгрывает 1 на 1 Митч Ричмонд и забивает. Скотти Пиппен с сиреной, но Пиппен промахивается, заканчивается первая половина. Сборная звезд Восточной конференции ведет. Back out, you might have a better chance if it comes back in than trying to force it the way they're crowding 3-4 men around you. Well, he wants him to kick it out and repost, get even deeper toward the basket, and when it comes back in, all he has to do is jam it or lay it up. Coach, you got to tell him to throw it back in. See, that's the reason I'm not throwing it back out. Oh, good point. Hey, very good point. Так началась у нас вторая половина, и команды не обязательно в тех же составах, в которых начинали игру. Здесь такой уж строгости нету. Джуон добивает мячик после промаха Дрекслера. 18 очков на тот момент было у Хакима. Давайте все-таки пробежимся по игрокам. Запад. Митч Ричмонд, Клайд Дрекслер, Шон Кемп. It's Mitch Richmond, Sean Kemp, Clyde Drexler, and Hakeem Olajuwon. West with the ball. East with Anderson, Карл Мэлоун, да. У Запада та же пятерка, которая начинала игру. На Востоке одна замена, ну потому что как бы два разыгрывающих в составе. They don't collapse on O'Neal, but he doesn't hit. He's 0 for 9. Поэтому вместо Диджей Армстронга Джон Старкс, Кенни Андерсон, Скотти Пиппен, Дерек Колман и Шакил О'Нил, который пока не забил ни одного броска с игры в этом матче. Джон Старкс, Дерек Колман оставляет мячик у Востока. Вот видно, почему, по крайней мере, на том этапе его карьеры он был слабее, чем Джуон. Гораздо более мастеровитым выглядит Хаким. Даже вот в этом матче, а уж тем более в той серии, которую я вспоминал, 95-го года, хотя, в общем-то, по статистике Шакил даже не проигрывал Джуону, в чем-то и выигрывал, но вот именно как центровой лидер своей команды, которая уже выигрывала, Хаким смотрелся гораздо лучше. Время Шакила тоже пришло, все это мы прекрасно помним. Его 3 титула в составе Лос-Анджелес Лейкерс, 1 за Майами Хит. The pump not there. Olajuwon with a rebound. It's a 6-point Eastern lead as the West goes to work. Malone with 2. Gets it to Drexler. Drexler забивает. И преимущество сокращается в Восточной конференции до 4 очков. Хорошая двоечка, и вновь на руках Шакила виснут.
And their ideal tonight is to say, okay, Shaq, if you're going to get toward the basket, we're not going to let you get up. Go to the free throw line. You're not getting any dunks like you said earlier. Не дают забить сверху, да вообще никак. Шакилу игроки Востока, Запада точнее. Ну а с линии штрафного 12 years ago, James Worthy, a 1 for 11, Elijah 1 не ахти как. Вот проблемы, которые испытывали звезды NBA в разные годы, как раз в атаках кольца в матче всех звезд. Среди них два игрока Лейкерс, о которых я уже вспоминал. Карим Абдул-Джабар и Джеймс Уорти. Для Уорти, кстати, этот сезон 93-94 станет последним в его карьере. Он уже не играл в стартовой пятерке Лейкерс, был шестым игроком. Как раз Мэджик получил возможность тренировать своего многолетнего партнера, как я уже вспоминал, в конце сезона 93-94. Не помню, сколько точно матчей Мэджик провел на посту тренера. Скажем, больше 20, наверное, игр. Неплохо Лейкерс начали играть под его руководством, но потом в итоге проиграли очную дуэль Денверу, Скотти Пиппен, с которым как раз Лейкерсы боролись за попадание в плей-офф. Скотти Пиппен. All right, Scotty, keep making me look good, baby. Hey, you're not supposed to root. You're not supposed to cheer. No, I'm not cheering. He just made me look good. Now, he said he was going after it, so I said it on air, and I didn't want to be wrong. Well, he's got another one for Два you. подряд. You can sit down now. Скотти Пиппена, как он защищается против Шона Кемпа, который и выше, и тяжелее. Ну, Скотти Пиппен один из самых универсальных и разносторонних нападающих. Кстати, он до сих пор лидирует среди игроков этой позиции, среди форвардов по количеству результативных передач. Суммарно. Кенни Андерсон, ну вот это тоже мастер игры на уличной площадке, уроженец Нью-Йорка, Ракер-Парк, Гарлем. Именно там постигал азы баскетбола Кенни Андерсон, ну и где, как не в матче всех звезд, покуражиться вот таким вот образом, вспомнить свою уличную баскетбольную молодость. Пиппен. That's why he's the best power forward in basketball. You know, Karl Malone basically changed the power forward spot. Here's a big man. You don't expect him to run that fast, get out on the break, dunk, but you also posting up as well as now adding the jump shot. And hey, I thought Kevin McHale, and Kevin McHale was probably the best I've ever seen, but Carl rates right up there with him. You know, Karl Malone has his own trucking company, 9 trucks now, and he just Карл Малоун, человек, который на тот момент по средней результативности в матчах всех звезд проигрывал только Майклу Джордану. Был уже владельцем компании по грузоперевозкам и владел 9 траками, 9 огромными грузовиками. Can't do yet, but how are you going to stop that big guy? I don't know, and they usually think the same thing about you. How are they going to stop that big guy? Right. All right, back to you, Dick. Ну и как раз, как всегда, очень интересные вопросы Ахмада Рашада, Джорджу Майкону. Насколько изменилась игра, насколько вообще смотрибельным является это зрелище. На все эти вопросы, ну, на последний утвердительно ответил Джордж Майкон. They haven't retired George Mikan's number 99. Don't you think that'd be appropriate? Ну и второй вопрос по поводу Шакила. Естественно, будет прогрессировать шаг, по мнению Джорджа Майкона. Что, собственно говоря, и произошло. Or a Piston in this game. And those are all the teams that dominated the 80s, and they are not represented in this game, and that's really strange for me.
И вот первое попадание Шакила О'Нила с игры в этом матче с 11-й попытки. И опять же, с сопротивлением активным двух соперников. И фол в итоге Стоктон получает. This is the free throw, so he's 4 for 7 in the game. What we need now is him to get out on that break and give us one of them high lobs and bring this house down. Drexler outside with Pippen. Пиппен против Дрекслера — это тоже отдельная дуэль. Достаточно вспомнить финал NBA 92 года, Чикаго против Портленда. Да, именно Пиппен гораздо больше опекал Клайда Дрекслера, чем Майкл Джордан. You talked about the power forward that is the power forward of today, and that is Karl Malone. The power forward of the future is out there as well, and Derek Coleman. Coleman can do a lot of the things that Karl Malone can do, only better. He can shoot deeper on the floor, he can rebound the ball, he can pass it, and that was a slick pass into Shaquille O'Neal. And now we just have to work on his mind. When he comes to play and dominate every single night, then you're going to talk about Латерал Спрюэл меняет Клайда Дрекслера, но это значит, что беготни будет еще больше. Но нужно как-то менять игру звездам западной конференции, не то что менять, но как-то немного перестраиваться и ускоряться, скорее всего. Потому что держится эта разница в пользу Востока. А так как игроки их команд говорили о том, что да, понятно, матч всех звезд, понятно, здесь люди больше куражатся, чем играют, но тем не менее выиграть хочется. Вот тут же подтверждение. Спрюэл первый в быстром прорыве в офсайде, который здесь, слава богу, не фиксируется, получает и забивает. Дерек Колман, опять Стоктон, как активно помогает своим большим защищаться. Well, Dick, I just talked to the West trainer, Jay Jensen, and he said that Sean Kemp has had a hip pointer problem in the past. Apparently, he has just aggravated that hip pointer, and Jay Jensen, the trainer, does not believe that Sean Kemp will Какая передача в быстрый прорыв, но Дерек Колман два раза отзащищался против Карла Малоуна. Пиппен! Еще одна треха. 24 очка на этот момент набрал Скотти Пиппен в своих красных кроссовках, играющий. That I can play. That's what Scottie Pippen is going to show everybody here today. And he's showing that. He's tied Mark Price's record set last year. Pippen blocked that last shot, so I mean he is all over the place in this ball game, showing all of his talent and all of his skill. Pippen has 5. В тот момент наибольшим количеством трех очков в матче всех звезд была шестерка, забитая Марком Прайсом. В этом матче у Пиппена 5. This is interesting to see this all evolve in terms of him coming out. This is like his come out party in Scottie Pippen. You know, last week against the Phoenix, I was trying to explain how can you call a great player better than that. But as you watched him perform against the Suns, it's just every time he gets the ball, something's bad's going to happen to the opposition. Диджей Армстронг забивает. 11 points. Стоктон не потерял мячик и Спрюэл. You know why? Because Scottie Pippen is a three-dimensional player. He can pass, shoot, and dribble, create. And you don't find many guys like that. For that, you come out to stop the three, and he makes a drive. Малоун накрывает его бросок. Stockton with Richmond on his left. Трое против двоих. Ух ты! Gets caught by Coleman. Дерек Колман. Что он хотел сделать с Джоном Стоктоном? Нам лучше не знать. Everybody knew he was going to pass it to Carl, and Coleman was trying to hold up, but quite couldn't hold up. You got to stay on 10 seconds, right? Ride that stallion, he said.
David Robinson back in for the West. That's how David Robinson has gotten all с Родео можно сравнить разве что этот момент. Фрагменты которого также бывают на спортивных каналах НТВ+, где ковбой должен просидеть на быке как можно дольше, но в среднем это, наверное, поправят меня специалисты в этом виде, я уже не знаю, спорта или чего-нибудь еще другого, но, наверное, спорта. Среднее количество секунд не превышает, наверное, 4-5. Марк Прайс забивает со средней дистанции. Спривелл забил несколько раз из-под кольца, но вот с броском, опять же, на старте карьеры у него не все было так хорошо. Би-Джей Армстронг вроде поймал мячик, а потом зачем-то его выпустил из рук. Ну а Пиппен опять ждет. Как может, дриблинг, передачи, сам забивает. Какой заслон, опять же, тоже на грани фола, там руками Дэвид Робинсон убирал двоих соперников, но в матче всех звезд простительно. Ewing and Robinson the battle, and Patrick a little short. Stockton with a loose ball. Right here. Open up. That's it. Right there. Come on. Центрит Латерал Спривелл против Би-Джей Армстронга. Мич Ричмонд какую соплюшку подвесил, но она шлепнулась куда нужно. Доминик Уилкинс готовится войти в игру. Пиппен. И такие Пиппен забивал. В прыжке, из-под юбочки, все как надо. На мягкого, на тонкого. Ну ладно уж, не будем тянуть непонятно что. Именно Пиппен был признан MVP этой игры. Mark Price out to Dominic Wilkins. He's off the mark, and David Robinson has it for the West. The West trailing by 6 on the attack. Danny Manning. Получится ли у сборной звезд западной конференции все-таки догнать своих восточных коллег в этой четвертой четверти? Mark Price, sharpshooter, 13 for him. Man, you've been right on the money all evening, Steve. Man, well, they call him snapper. I see that. David Robinson. Это уже Дэвид Робинсон после передачи Гэри Пейтона обязательно благодарит разыгрывающего, который сделал ему этот пас. Последняя минута третьей четверти. Мисс-матч кричат друг другу игроки западной конференции. Хорас Грант остался против маленького. Ему была сделана передача. Дабл-тим. Он на периметр открытому партнеру. Классика баскетбольного жанра. Стоктон уже раз третий или четвертый вот в таких ситуациях ошибается в этом матче. Зато забил несколько со средней дистанции. One ahead of Scotty Pippen. But if it wasn't for Mark Price, the writers wouldn't be voting. he had, you know, last year he had huge three-pointers to keep the East end of the ball game. Today he's kept them Ewing против Робинсона. И опять трое вокруг центрового и один из игроков в белой форме Шерболе Баффало Биллз. Как раз говорил о том, что в 94-м четвертый подряд команда Турмана Томаса и многих других знаменитых игроков вышла в Супербол, в финал сезона американского футбола в Америке, и четвертый раз подряд проиграла.
Back in Minneapolis, midweek, it was 50 degrees below freezing. But boy, today a beauty. That snowman gonna melt. It's right around 30, maybe even higher. Been a beautiful day. Ewing. Fourth quarter starts as the third quarter ends with the East on the attack. Danny Manning with a foul, and that's the biggest lead of the game. 13 now. И 13 очков преимущества Востока. Самое большое в матче. Задача для Запада усложняется. East has really controlled a half-court set, and that really has been the difference. In the sprint, the West has done a good job of not only holding their own, but having a little bit of an edge. Gary Payton to Manning. Дэнни Мэннинг с лицевой линии. Manning with 6. Well, that's always been the saying in basketball. The East loves to set up and play the half-court game, and the West loves to run and have a high-scoring game. Horace Grant. Ewing под кольцом. Грант. Не удается им забить на этот раз. Хорошая передача. Отличный пас. Гэри Пейтон. And that's why you fans better not go away, because one thing about the West, they can score some points. And this game can Но различия в стилях игры команд Западной и Восточной конференции, они всегда как бы на протяжении существования NBA были заметны. Восток больше любит позиционное, медленное, шахматное нападение. Запад больше любит бежать. Так всегда исторически было. Непонятно почему, правда, но так есть. И вот как раз попытки проведения быстрых прорывов наглядное тому подтверждение. Ewing. Ewing out there. Danny Manning for the rebound, and here come the Western Stars down by 9. Manning. He's 2 quick field goals for the former Kansas All-America. He likes it. He loves it in the transition game, Danny Manning. Немного разница подсократилась, так, по крайней мере, можно сказать. Пытаются отбиться в защите игроки в белой форме. Прайс. Такая скидка. Ну что же, получился рывочек в начале четвертой четверти у западников, и Ленни Уилкинс, недовольный происходящим, берет тайм-аут. And the game tightens up. We're going to start getting more attention thrown in the direction of the officials. How do the officials work the game in the closing moments of the All-Star game? It really depends on who you are. What do you mean? You're all All-Stars. Yeah, but some are super All-Stars. You'll get your same call that you get during the regular season, so expect that. Wilkins 1 out of 2. We'll listen in on how they're hearing this game back in Madrid and Barcelona. The Spanish announcing. Balón para David Robinson, marcado por Ewing. Magnífico pase que no ha anotado Kevin Johnson. El pase de Robinson había sido extraordinario. Фантазия не знает пределов как раз американских телевизионщиков. Дают они послушать то, как комментируют игру в разных странах. Little slow on the call there. David Robinson. Прикалываются, конечно же, ребята над своими тайваньскими коллегами. With a chance, but Horace Grant with a big pickup on the loose ball and the setup to Ewing. Ewing через Робинсона, это еще та задача. Но после передачи Марка Прайса можно даже через Адмирала штыкануть. 106-100. That was a big turnaround for the East. Гэри Пейтон, никто иной. Человек-велосипед на самом деле.
Well, George Karl said he's taken the mistakes out of his game this year and really stepped up. Двоечка, Доминик, скидочка и Патрик Юинг. Уничтожают игроки в темной форме все попытки Запада догнать. Дэвид Стерн. На тот момент он 10-й сезон был главным чиновником NBA, но еще не был таким уж строгим воспитателем, каким он стал в конце своей второй десятилетки. Гэри Пейтон, вертушечка и из-под колечка. Как все просто, но красиво и эффективно. 108-106, вот так вот. Это мне даже показалось, что Восток должен быть впереди, а нет. Всего 2 очка преимущества темных. Уилкинс тоже с пробежечкой, но здесь опять же такие нарушения принципиально судьи не дают, ну, дабы опять же не разрушать этот ореол, этот имидж суперменов, которым, конечно же, обладают все эти люди. Глупо смотрелось бы, если бы судья остановил игру таких людей, зафиксировав пробежку, хотя вот я 3-4 таких момента в этом матче увидел. Ну, наверное, это и справедливо. Грант там кого-то без мяча завалил, Клиффа Робинсона. Ну, Старкс, зачем отдавать передачу? Можно самому бросить по кольцу. Ну, вот такая вот баскетбольная философия и стоила Нью-Йорку победы, в общем-то, в финальной серии как раз именно этого чемпионата 93-94. Это философия Старкса. Вспоминается мне 6-й матч той серии, когда у Нью-Йорка была возможность закончить как раз финал в свою пользу 4-2, потому что команды вернулись в Хьюстон, когда Нью-Йорк вел 3-2. David Robinson with a chance to tie it. 108-107. Но Джон Старкс остался верен себе. Я вспоминаю концовку 6-го матча, когда Нью-Йорк проиграл, по-моему, 1 очко, и последняя атака была у команды. 2 очку разыгрывал Старкс с Юингом. Размен произошел, на Старкса выходил Аладжион, и Джон вместо того, чтобы сделать передачу Юингу примерно на линию штрафного броска под открытый бросок, сам выбросил, несмотря на то, что Аладжион уже шел накрывать его бросок, и, в общем-то, мяч в итоге и задел. Ну а в 7-м матче Старкс еще добавил своим подвигом в плей-офф, смазав там чуть ли не 10 бросков с дальней дистанции, и продолжал бросать, несмотря на то, что бросок явно не шел. Ну да ладно, это такой небольшой штришок к его портрету, а так, в общем-то, игрок очень трудолюбивый, которого, можно сказать, из грязи да в князи. Robinson, David, Ewing has it knocked away by Cliff Robinson. The East with a 3-point lead has the ball, and we have a timeout. Give and go, and Ewing. Патрик Ewing. A second chance John for Starks. The Knicks connection. And it's 112-107. Два Никербокера. In your halftime, there would be 2 Bulls and 2 Knicks out there. They got the 3 Knicks. We'll find out whether another Bull comes out to join Scotty Pippen if they can finish this game off. Johnson threading his way out. Дэвид Робинсон с мясом забивает сверху. KJ through all kinds of all-star traffic, able to get the ball to an open man. If Kevin Johnson, we're going to take a look at it. That's Manning passes to Robinson. Beautiful dunk. 2 guys hit him that time, and he still was strong enough to take it and slam it. But if Kevin Johnson is healthy and Charles Barkley is healthy, that means trouble for the West. They have the experience.
they play well as a team, and there's two guys who's going to get fouled. Достаточно времени, опять же, у Запада на то, чтобы догнать. Пиппен вернулся на площадку. Чарльз Оукли. Джон Старкс. 5 подряд очков приносит Востоку. Надо забивать. Дэвид Робинсон. Бежал от него Муки Блейлок, но правильно сделал. Робинсон сам промазал. Еще одна атака. Кевин Джонсон ошибается в передаче. Да, вот она разница. В трехочковых бросках. Востока из 23. 10. У Запада из 5-0. Первая пробежка в этом матче зафиксирована Патрику Юингу. It's one thing to say it, and it's another thing to do it. So what has happened, you might have to learn that. Да, вот я посмотрел на Ленни Уилкинса, и все-таки он так блеснул не только своими часами, я уже не знаю, может быть, Rolex, не Rolex, а и перстнем. И внутренний час вспоминается мне, что все-таки Ленни Уилкинс побеждал как тренер. Да, точно, он привел команду Seattle Supersonics к победе в чемпионате NBA в 1979 году. Это вот вдобавок такой, в довесок ко всем его победам в регулярном сезоне. Самая большая виктория к нему как раз пришла в 1979 году на старте, на самом деле, его тренерской карьеры. Со сверхзвуковыми тогда он выиграл. И вот тот перстень, естественно, бережно хранит и носит его постоянно. 117-110. С 2 преимущества Востока увеличилось до 7 очков. Оставят мячик у Запада. Ну так, чтобы хоть немного, опять же, сохранить интригу еще. Кевин Джонсон. Джон Стоктон. Шон Кемп. And a whistle underneath. Oakley pushed. They're pointing the wrong way. Скептическая улыбка, ну, это самый популярный как раз способ не согласиться с решением арбитра. Было видно на повторе, что все-таки Оукли убрал Джона Стоктона, наверное, не оттолкнул, а просто так сделал движение руками, а Стоктон уже это далеко. Recovering from surgery, and our best and Jake O'Donnell said, "Hey, I wish you were out here working with me tonight." One of the best ever. 117-112. The East with a ball in the lead. Ewing back to his teammate, and Starks unable to deliver. Cliff Robinson to Stockton. Here come the West with 3.5 to go. They have plenty of time, and the best place for them to score is with Elijah One in the middle. He definitely can get a shot and will take a shot. Стоктон один в углу. Забивает Джон. Это первое трехочковое попадание всей команды звезд Западной конференции в этом матче. Джон Стоктон. Сейчас он защищается против Джона Старкса. Вот Джувон выбивает мяч. Да, сколько борьбы, а? Казалось бы, матч всех звезд, а нет. Скотти Пиппен, Джон Старкс, и Пиппен будет бросать штрафные. Not only that, that's a championship play. All-star championship player. He's the guy who, you know, at the end of the game, going to make plays like this. And also gives it up
and knows he's going to get it back. Истребитель-перехватчик Скотти Пиппен. You know why he's won 3 championships. На тот момент трехкратный, а в будущем шестикратный чемпион NBA. На тот момент в сезоне второй по перехватам. После Нейта Макмиллана. Мяч. So 117-115, and the West with a golden opportunity, but Blaylock and Ewing and Oakley surrounding Olajuwon. Хотя Муки недоволен. Такая эмоция, и не скажешь, что игра не имеет никакого турнирного значения. Но раз кажется, что настоящая заруба плей-офф. Olajuwon не тому сбросил. Скотти Пиппен, его обкрадывают. Оукли обратно на Пиппена, и Скотти набирает 29-е свое очко. Я уже сказал, что игроком был признан MVP этого матча. Стоктон ныряет туда, в пучину игроков в синей форме. Опять за счет Оукли судьи сохраняют по большому счету интригу, наказывая Чарльза еще одним персональным замечанием. Early on, the West was missing jump shots, long rebounds, and that's where Scottie Pippen is at his best when in the transition game. And the East has not been in their transition game in the last 5 or 6 minutes. Olajuwon with only 2 points in the second half after 16 in the opening 24 minutes. Now with 19 in the game, a 3-point lead for the East. Так, 3 очка за 2 минуты преимущества Востока, уже 5. There's your man, Steve Jones, again. I tell you, if Scottie hadn't done what he's been doing this whole game, Mark Price would be the MVP. He would walk away with 2 trophies this weekend. That's right. He was brilliant in the long-distance shooting last night as he defended his title. And he hasn't missed many today. Stockton. Дуэль разыгрывающих. 121-118 the East. Stockton beginning to be more offensive-minded, and he does that when he feels like the defense has gone to sleep, they're not paying attention to him, then he's going to look to get some quick scores. Ewing. И это фол, хотя сам принес мячик в руки Olajuwona и нашел контакт. Karl Malone returns for the West. And Shaquille O'Neal has been on the bench. Карл Малоун в виде такой баскетбольной подстраховки сейчас на площадку выходит. Ну и в составе Востока будет и Юинг на площадке, и Шакил О'Нил одновременно. Has ever had a rap. Going to be in a movie that opens coming out next week. A movie stuff. This guy is going to be. Where were you when you were 22? I was out on the court trying to improve my game. You were making Kareem happy. I know that. Kareem had you right where he wanted. Exactly. 123-118. Olajuwon ошибается. Аким. In the East, Blaylock and Price. Price 7 for 9 from the floor. Шакил. And that's what the fans been waiting on. Yeah, that rebound went to Rochester, Minnesota. Sean Kemp with a foul. This is what Shaq had been waiting on. Пусть небольшой пробежкой, кому какая разница, когда мог такой зрелищный момент состояться. Он, кстати, может быть, даже и не совершил пробежку шаг. Если на ходу получил мяч. Four of the 5 top scorers in the league. O'Neal with the best season average, but only 6 tonight. На тот момент самыми результативными игроками в NBA были центровые.
Шаку все-таки хочется раздробить кольцо, сломать щит. They wanted to try to get to the rim. If they didn't get that, they were going to come back and get the ball to Elijah one. Итак, последняя минута у нас матча всех звезд. Уже игроки сборной звезд Востока никуда не торопятся. Что делает, Марк Прайс? Пиппен, еще один перехват. Шакил, Пиппен. И, наконец-то, Шакил забивает сверху. Еще и ставит на колени самого Хакима Аладжуона. Хорошо, что не оказался частью паркета. The complete player, and all you young people who don't think that you can ever make it in basketball, don't give up. Here's a kid that was a walk-on football manager at Central Arkansas. Didn't go there on any scholarship for athletics. And here he is, one of the superstars of this game. That's right. Great point, Dick. Great point. Sprewell. Whoa, Shaq еще и накрывает бросок латерала Спрюэла. And got it. Told him, don't come into Shaq Diesel's house. That's his fourth block. He's averaging about 3 a game. And Elijah Wan, he had to really put it up high to get it over Shaq. Pippen, another rebound. And you know the shame about this, Dick, is the fact that here is a guy, Mark Price, who played an excellent game as well. Ну что же, игра заканчивается она победой Востока 127-118. Скотти Пиппен, признанный MVP, набрал 29 очков, 11 подборов сделал, но не менее впечатляющий матч провел и Марк Прайс.